Что если я вам скажу, что секрет раскрытия возможностей давно известен, и он намного проще, чем вас пытаются убедить? Написаны сотни книг, но на самом деле суть самых эффективных методик можно объяснить буквально за 10-15 минут. Давайте я вам расскажу, наконец, почему одни стремительно идут вперед, а другие топчутся на месте. В каких направлениях нужно развиваться, чтобы жизнь тикала как швейцарские смазанные часики. И, конечно, как начать правильно, не наделать ошибок и не перегореть через пару недель. Я сделаю это максимально практично и ясно. Тут не будет шаблонных советов. Поверьте, я пересмотрел массу роликов по теме, и самого главного в них так и не нашел. Если возможность постоянного развития признают почти все, то почему же столь немногие им занимаются? Давайте рассмотрим 7 главных факторов, мешающих нам заниматься улучшением себя. Отсутствие силы воли. На самом деле, на одной только силе воли далеко не уедешь, но без нее это все равно, что на машине без бензина. Вообще не сдвинешься с места. Это как ролик без лайка, а канал без подписки. Понимаете, о чем я? Недостаток мотивации. Если вы не двигаетесь вперед, это еще не значит, что у вас уже все хорошо и вам ничего не нужно. Скорее, вы просто боитесь что-то предпринять. И чуть позже я расскажу вам почему. Ну вот одна из основных причин – неспособность планировать свое время. Говорят, что порядок рождается из хаоса, и это абсолютная правда, но только сначала нужно научиться им управлять. А знаете, почему это мало кому удается? Отсутствие дисциплины. Помните, как вы в детстве не любили вовремя ложиться спать или вставать? А сейчас вам это легко удается? И это накладывается на любое дело, потому что личность человека – это сумма всех его привычек. И дело тут не в том, что вы сова или жаворонок. Все гораздо проще. Неправильное мышление и установки. Люди – мастера обмана, причем лучше всего мы обманываем самих себя. У нас даже для этого есть специальные психологические системы и правила. Называются когнитивные искажения. Они работают для всех одинаково. И если их немножечко изучить, можно управлять вниманием окружающих. Чем, например, пользуются маркетологи. Для простого человека эти ловушки тоже удобны. Через них мозгу проще убегать от сложной реальности, ведь каждый из нас в той или иной степени имеет проблемы с самооценкой. Я обещал вам рассказать, почему у вас недостаточно мотивации. Ну тогда слушайте. В детстве родители вкладывают в детей установки, что хорошо, а что плохо. И если положительных установок больше, человек вырастает открытым для мира, в нем минимум страха и максимум любознательности. Он становится исследователем, и у него высокий уровень самомотивации. Но если в детстве преобладают негативные установки, у человека рождается комплекс неполноценности и огромные проблемы с самооценкой. Какая тут может быть мотивация? Выжить бы. Так рождается боязнь перемен. Будущее всегда расплывчато и туманно, и несет какую-то смутную угрозу, но это не повод его бояться, ведь самые страшные демоны именно те, которых мы сами себе придумали. Так как выйти из этого замкнутого круга безысходности и прозябания? Выйти из зоны комфорта? И да, и нет. Как это? Спросите вы. Да очень просто. Выйти из зоны комфорта невозможно, но всегда можно расширить рамки. И дальше вы узнаете о 6 направлениях, развитие которых заставит жизнь заиграть новыми, привлекательно яркими красками. Но сначала давайте сделаем одно важное дело. Нужно поставить лайк этому видео, и тем, кто не подписан, обязательно подписаться. И это будет правильный поступок, потому что лично я постарался для вас, а вы в благодарность сделайте что-то для меня. И это важно для всех, ведь посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. А умение быть благодарным – это благородная черта характера.
И вот вам 6 универсальных направлений, двигаясь в развитии которых вы точно проживете достойную и благородную жизнь. Здоровье. Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал: 9 десятых нашего счастья основано на здоровье. Без него решительно никакие внешние блага не могут доставить удовольствия. Даже субъективные блага, качество ума, души и темперамента при болезненном состоянии ослабевают и замирают. Здоровье имеет неприходящую ценность в любом возрасте для каждого человека. И знаете, я полностью поддерживаю Гера Шопенгауэра. Отношения. Большая удача в жизни найти такого человека, чтобы было приятно смотреть, интересно слушать, не тягостно молчать, искренне смеяться и нетерпением ждать встреч, изрек известный персидский поэт Суфий Джалаладдин Руми. Вряд ли найдется желающий с ним поспорить, и мне остается только спросить: а вот ты такой человек? Карьера. Найди себе работу по душе, тогда тебе не придется работать ни одного дня в жизни. Завещал нам Конфуций, а великий французский живописец Эжен де Лакруа мудро заметил: одно какое-нибудь дело, постоянно и строго выполняемое, упорядочивает и все остальное в жизни. Все вращается вокруг него. Финансы. Английский писатель Сэмюэль Батлер сказал о деньгах так: говорят, что деньги – корень всякого зла. То же самое можно сказать о безденежье. Мы знаем, что денег никогда не бывает много, но только при грамотном балансе их бывает достаточно. Ведь вы не думаете, что счастье целиком зависит от денег? Потому что есть еще яркость жизни. Американский писатель Смит Логан молвил: в жизни следует ставить две цели перед собой. Первая цель – осуществление того, к чему вы стремились. Вторая цель – умение радоваться достигнутому. Только самые мудрые представители человечества способны к достижению второй цели. Оглядитесь вокруг. Вы довольны тем, что имеете? Если нет, возможно, вам нужно подтянуть духовность. Удовлетворение – это духовное понятие, и потому оно не может быть восполнено материальными вещами, а только духовным. Сандей Аделаджа, украинский священник. И при всей иронии с ним легко согласиться, ведь удовлетворение невозможно объять, его можно только постигнуть. Так чего вы хотите от жизни? Пожалуй, это один из самых главных вопросов, который должен задавать себе каждый человек, и не искать на него ответа. Почему? Потому что жизнь – это совокупность всего происходящего вокруг нас. Это река из разного рода энергии, она течет, бурлит, и ее невозможно остановить, ведь само это действие – это и есть жизнь. И все мы барахтаемся в этой реке, но многие из нас разбиваются о ее крутые берега, потому что они ищут какой-то тайный смысл происходящего, вместо того, чтобы научиться качественно плавать. Так с чего же начать? Если вы готовы что-то сделать, или уже сделали, но это не помогло вам улучшить качество жизни, начните с малого. Придумайте утренние и вечерние ритуалы. 31 день я вставал в 6 утра. Такой челлендж. Каждый день без выходных. И через месяц я стал другим человеком. Мне пришлось полностью поменять свой график жизни, только ради того, чтобы иметь возможность вставать в 6 утра. Одна деталь изменила все. Даже моей семье пришлось измениться. А еще я выправил осанку, нашел время для спорта, стал успевать гораздо больше, развил ответственность и упорство, приобрел новые положительные привычки и, самое главное, я бросил курить. Легко, с одного дня. Это было 1 сентября. Я даже записал это событие и вам рекомендую. Создайте для себя мотивационный блокнот. Делайте записи. Это странно, особенно для того, кто никогда этим не занимался, но это работает 100%. Просто начните записывать мысли и идеи, все, что будет приходить в голову в течение дня, и вы сможете узнать о себе много нового. Даже неприятного, но это было у вас всегда, и да, это можно изменить. Как?
Проводите время наедине с собой. У каждого в этом мире есть враг, и этот враг – он сам. И чем больше мы от себя бежим, тем сильнее наш внутренний враг. Обратите на себя внимание. Чаще задавайте такие вопросы, как «Почему я так думаю? Почему мне это не нравится? Почему я так поступаю?» или «Почему я такой, какой я есть?» Найдите время побыть наедине с собой, разберитесь в себе. Ведь кто может быть более важным в вашей собственной жизни? Это поможет взять ответственность за свою жизнь в собственные руки и навести в ней порядок. Наводите порядок. Да, именно наведение порядка – это следующий важный шаг на пути самосовершенствования. Можно начать со своей комнаты, но важно понять, что порядок в жизни обусловлен порядком в голове. Заведите привычку расставлять все на свои места. Вещи на полку, мусор в помойку, а мысли и действия согласно ситуации, месту и времени. Преуспеть в этом легко. Просто будьте последовательны. Обратите внимание на людей, которые постоянно хватаются за кучу дел на ажиотаже. Наверняка у вас есть такие знакомые. Как много они успевают сделать? И что самое главное, какие из своих великих начинаний они довели до конца? Будьте последовательны во всем. Следуйте шаг за шагом до самого конца, чего бы вам это ни стоило. Это выгодное качество выделит вас из общей массы кое-каков и рукожопов. Ведь успех – это сумма всех проделанных шагов на пути к результату. Но результат невозможен без ошибок. Это нормально, мы все совершаем ошибки, особенно ошибки на старте. Грабли, пожалуй, самый любимый инструмент каждого человека на Земле, и каждый имеет свой индивидуальный набор этого замечательного орудия труда. Вот 4 самых распространенных из них. Будьте аккуратны, не наступайте. Не ставьте перед собой недостижимых целей. Какой смысл в том, чтобы мечтать о миллионах, если ты при этом не научился зарабатывать достаточно для простой, но комфортной жизни? Развивайся сначала в простом. И не откладывай на завтра. Ничего, абсолютно, ведь завтра будут новые свершения, а ты еще не закончил со старыми. Двойная нагрузка приводит к постоянной усталости, что развивает желание почаще отдыхать, а это уже жалость к себе. Да-да, именно так. Это то, с чего начинается и чем заканчивается абсолютно любая неудача. Саможалением. И тут стоит задуматься, что тебя больше интересует. То, на что ты способен, или то, чего ты не можешь. А результат дают только действия. И если ты все-таки решил действовать, постарайся изжить в себе восприимчивость к неудачам. Ведь в конце любого пути важно не то, сколько раз ты упал, а то, сколько раз ты поднялся. Зачем вообще это нужно? Ну, если у кого-то остался этот вопрос, значит он просто еще не готов к ответу.